У меня на канале есть несколько видео о домах и их бывших владельцах, их непростой, порой грустной судьбе и удивительной силе духа. В этот раз видео будет на ту же тему. Удивительно, что никто нигде в книгах о Гродно не упоминал имя этого всемирно известного человека, который родился и жил здесь, в Гродно, на улице тогда Бригитской, 28, сейчас это Карла Маркса, и того факта, что именно он дал денег на восстановление Большой хоральной синагоги, и о ком написано столько книг и снят не один документальный фильм. Феликс Зандман – его имя. Но обо всем по порядку. Уже не один раз я делала видео о гродненцах, чьи судьбы были настолько невероятными, что даже невозможно было поверить в реальность их историй, но тем не менее. И здесь случай особый. Помимо просто невероятной истории судьбы этого человека, родившегося в 1928 году здесь, в городе Гродно, и проживавшего в доме по адресу Карла Маркса, 28, затронула в прямом смысле весь мир. Его имя навсегда вошло в историю создания современных средств коммуникации. Благодаря ему мы пользуемся сегодня мобильниками. В каждой взлетающей ракете и самолете, в каждом компьютере есть детали, изобретенные и производимые его фирмой. Феликс Зандман – ученый-инженер, основатель и главный технический директор международной компании Vishay Intertechnology, одного из крупнейших поставщиков электронных компонентов в мире. Уже гораздо позже он блестяще защитит диссертацию в Сорбонне, сделает множество открытий и запатентует эти изобретения, станет миллионером, за свои открытия удостоится звания рыцаря почетного легиона и напишет книгу о своей жизни, а также учебники по физике, которые будут пользоваться студенты во многих странах мира, даже в Китае. Будет снят документальный фильм «Триумф духа» о его невероятной судьбе, но до этого еще очень далеко. А начиналось все здесь, в городе Гродно, на улице Карла Маркса, 28. Тогда эта улица называлась Бригитская, и улицей Карла Маркса она стала позже, в январе 1940 года. Когда я первый раз прочитала его истории, я поняла, что снять видео – это отличная идея, потому что такие истории надо знать и помнить. Но подойти к съемкам видео сразу не смогла, слишком эмоционально. Поняла, что не смогу спокойно озвучить видео, и только через какое-то время, когда историю эту я смогла спокойно рассказать, я приступила к озвучке. Ну а что получилось, судите сами. Улица Карла Маркса была в то время в основном еврейским районом, с его двориками и каменными домами. И 7 мая 1928 года родился Феликс Зандман. Гродно тогда был польским городом, и здесь проживало около 29 тысяч евреев. В 30-е годы в Польше были уже довольно антисемитские настроения, и, по воспоминаниям самого Феликса, польские мальчишки дрались с еврейскими каждый день. Но того, что произойдет здесь через десяток лет, в 1941, конечно, не мог предвидеть никто. Точнее, разговоры в семье были, что, наверное, надо уезжать, но в 1939 в город пришла советская власть, и как-то поверили, что все будет хорошо. Но потом наступил 1941, и Гродно стал оккупирован немецкими войсками, и уезжать стало поздно и невозможно. Бабушка и дедушка Феликса были богатыми фабрикантами, и дом 28 принадлежал полностью семье Зандман. У них также было несколько домов-дач под Гродно, и в семье была прислуга, достаток и определенные правила, которые предписывали всегда помогать тем, кто нуждается. Однажды одна из прислуги в доме Зандманов, Анна Пухальская, обратилась к бабушке Феликса с просьбой о помощи. Она рожала, были осложнения, и бабушка вошла в положение, определила Анну в роддом, оплатила лечение и поселила семью в одном из дачных домиков за городом. И еще дала семье денег. И именно это небольшое доброе дело послужило началом трогательной истории, которая и определит всю дальнейшую судьбу Феликса Зандмана. В 1942 году часть семьи, родителей и самого Феликса отправили в гетто номер 1. Всех завели в синагогу, но ему удалось сбежать. Как он позже напишет в своей книге, он никогда не мог забыть, что сбежал. И это чувство вины преследовало его всю оставшуюся жизнь. Уже гораздо позже, в 2000-х, когда Феликс приезжал в Гродно, он побывал в синагоге и, увидев, в каком она ужасном состоянии, дал денег на ее восстановление.
Убегая дворами, а Феликс знал город очень хорошо, ему удалось вернуться в дом на улице Бригитской. Тогда, в годы гитлеровской оккупации, это была улица Херманштрассе. И тайник, где можно было спрятаться в доме, был устроен на чердаке, а тайник с ценностями между двойной стеной в подвале. И однажды, когда оставшиеся члены семьи прятались от очередной облавы на чердаке дома, нагрянули немцы, и дети, не успевшие спрятаться, остались внизу с дедушкой, в надежде на то, что уж малыши и одинокий старик вряд ли кого-то так заинтересуют. Но оказалось иначе. Всех увели в гетто. И Феликс спустился с чердака по водосточной трубе посмотреть, где все дети и дедушка. Но в доме уже никого не было. А подняться сил по водосточной трубе уже не хватило, и он спрятался в подвале. В очередную облаву он услышал, что в дом зашли, а он в то время был в подвале, из которого не было выхода. Но накануне кто-то проломил стену с внешней стороны, и все ценности и запасы были украдены, и Феликсу удалось убежать через этот небольшой пролом. А все, кто был в доме и на чердаке, попали в гетто. Все погибли, когда это гетто было ликвидировано. А он ушел из города в феврале 1943 года и пришел к Анне Пухальской, которая продолжала жить в бабушкином дачном домике со своими 5 детьми и мужем Яном. Он попросил у нее еды и убежище только на 1 день, потом он уйдет, потому что он знал, что ожидало семью за укрывательство евреев. Но Анна ответила ему, что она выжила благодаря его бабушке, она получила жилье, и он будет здесь до тех пор, пока все это не закончится. «А как же дети?» – спросил он. «А они разделят нашу судьбу», – ответила Анна. Наверное, для меня это была самая сильная часть в этой истории. Это фото Анны и Феликса, сделанное уже после войны. Потом, уже много позже, в 80-х годах, когда кто-то задал ему вопрос в присутствии дочерей Анны, сделал бы он то же самое, придя к нему Анна. «Будь я одинок, наверное, да, но с 5 детьми нет», – сказал он, и слезы потекли по его щекам. В это время дочери Анны взяли его за руку и сказали, что он их брат, независимо ни от каких обстоятельств. В итоге в 1943 году в доме Анны уже укрывалось 5 евреев. Феликс, его родной дядя, семейная пара и чуть позже еще одна молодая женщина. Дядя был инженер и предложил в одной из комнат под полом соорудить погреб, проще говоря, яму, 1,70 на 1,50 м и высотой 1,20 м. Никто не думал, что в этой яме им придется просидеть в итоге 17 месяцев в полной темноте. В документальном фильме о Феликсе показан домик, в котором они прятались. Это было не где-то недалеко от города. 1 раз в день Анна или Ян приносили им еду и поднимали наверх ведро с нечистотами. Соседи Анны стали поговаривать, что она закупает слишком много хлеба, а ведь у нее такая маленькая семья, зачем ей столько? Уж не укрывает ли она евреев? Приходилось ловчить, покупать хлеб на стороне. 5 человек в крошечном убежище. Как не сойти с ума в этих условиях? Только благодаря жесткой дисциплине, которую установил дядя Феликса. Каждые 2 часа меняться местами. 4 лежат, а кто-то один сидит на ведре. И каждый раз, 1 раз в день, 1 человек делит пищу на 5 частей и забирает свою долю последним. И еще, Феликс будет учиться. И подросток учился. Уже тогда дядя понял, что имеет дело с талантливым учеником. Математика, физика – все давалось парню легко. И дядя наговаривал уравнения, а мальчик почти сразу выдавал устный ответ. Как потом говорил сам Феликс, все его патенты, открытия и будущие учебники начались в этой яме. Дядя учил алгебре, геометрии, тригонометрии и физике, а сосед по яме – истории. А потом наступил главный момент, когда все могло оборваться. Фронт пришел летом 1944 года. И как раз в это место, где они укрывались, немцы превратили мощный укрепрайон и стали выселять местных жителей. Анна кричала, что их выселяют, что они не хотят уходить, и узники ее услышали. Они просидели 2 дня без еды, без воды, с переполненным отхожим ведром и ночью стали уходить из этого дома. И патруль поймал их через 20 метров. Кто такие, откуда? Бежим от большевиков, живем за 3 километра отсюда. Ночь спасла их. Не разглядели немцы, в каком виде стояли перед ними евреи, и отпустили.
И закончился весь тот ужас, и началось стремительное восхождение 17-летнего юноши. В 1944 году он поступил в десятилетку, за год прошел сразу 3 класса, и после окончания школы Феликс, который с детства мечтал стать инженером, поступил в университет Гданьска. Но в то время в Польше было неспокойно, и они вместе с дядей покинули Гданьск и направились во Францию, куда прибыли в 1946 году, не зная ни слова по-французски. Уже в 1949 Феликс успешно окончил университет в Нанси, за что был отмечен высоким званием «Студент века». Затем была докторская диссертация в Сорбонне, и в 1956 году на пике своего успеха во Франции молодой ученый принял предложение переехать на работу в США. И уже в Америке Феликс изобрел принципиально новый тип электрических сопротивлений, для производства которых 22 февраля 1962 года основал собственную компанию «Вишей». Именно доброе дело бабушки спасло Феликсу жизнь, а свою фирму он назвал «Вишей», потому что это было место, где родилась его бабушка. Из 29 тысяч евреев в Гродно в живых осталось около 100 человек. А что же Анна с мужем и детьми? Семью Пухальских израильское правительство по программе «Яд Вашем» – это программа, которая награждает людей, которые спасли от смерти евреев, несмотря на личные опасности по всему миру, присвоило звание «Праведник мира». В нашем городе мне известно о 3 таких случаях. Праведники мира были семья Наумюк, что скрывала на улице студенческой еврейского мальчика Иуну Зарецкого, семья Подгродная, кажется, в деревне Наинки, которая укрывала Ворошильских, и Анна Пухальская, которая в том числе прятала Феликса Зандмана. Внук Анны стал вице-президентом в компании Феликса, и Феликс всю жизнь поддерживал связь с семьей Анны. Они перебрались в Польшу и помогал. Называл дочерей Анны своими сестрами, а они считали, что он их родной брат, несмотря на то, что они были католичками, а он иудеем. Вот такой пример всем. Также на деньги Феликса Зандмана была отремонтирована большая хоральная синагога. В 2000-х Феликс с женой приезжал в Гродно, и когда увидел, в каком состоянии синагога, сразу выделил средства. Феликс Зандман умер на 84-м году жизни в 2011 году. У него была семья, дети, и, конечно же, это маленькая часть истории жизни этого удивительного человека, нашего земляка, гродненца. Кому интересно, посмотрите документальный фильм о нем. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Фильм называется «Триумф духа». Он есть на YouTube. А все начиналось когда-то здесь, на улице Бригитской, 28. Сейчас это улица Карла Маркса. И когда вы будете проходить мимо, вспомните эту историю. И, возможно, если мы все будем помнить, то мир станет чуточку лучше и добрее. Ведь многие из нас хотят быть героями. Вот только дорого платить за это они не согласны. И еще я иногда думаю, что если единичные представители этой нации, выжившие в страшной войне, смогли сделать столько важных миру и прогрессивных открытий, то если бы выжили все, в каком высокотехнологичном мире мы бы жили сегодня. Но если видео понравилось, поставьте лайк, пишите комментарии, что вы об этом думаете. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.